Вы когда-нибудь задумывались, глядя в эти загадочные, почти инопланетные глаза своей полосатой кошки, что на самом деле скрывается за этим древним узором на ее шерсти? Мы привыкли считать таби или просто полосатых кошек самыми обычными, классическими обитателями наших домов. Но правда, скрытая за тысячелетиями эволюции и подтвержденная последними нейробиологическими исследованиями, заключается в том, что ваша полосатая кошка — это не просто домашний питомец. Это пустынный хищник в костюме из меха, чья биология и сознание работают по правилам, которые 99% владельцев понимают совершенно неправильно. В сознании вашей кошки вы не хозяин и не владелец. Согласно исследованиям Джона Брэдшоу, за тысячи лет одомашнивания кошки так и не разработали отдельного социального поведения для общения с людьми. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка, которая является центром ее колонии. И этот полосатый узор, увенчанный буквой «М» на лбу, это не просто окрас, а биологическая карта доверия, которую мы сегодня научимся читать. Сегодня мы разберем 20 малоизвестных фактов о полосатых кошках, которые навсегда изменят то, как вы смотрите на своего друга. Мы узнаем, почему ваша кошка считает вас своим учеником, как ее полоски помогают ей патрулировать вашу квартиру в 3 часа ночи и почему ваш голос для нее самое важное. Музыка безопасности в этом огромном мире. Приготовьтесь. Этот сценарий — ваш пропуск в закрытый клуб 1% владельцев, которые по-настоящему понимают своих кошек. Факт 1. Вы для нее большая неуклюжая кошка. Первое, что нужно осознать. Ваша кошка никогда не смотрела на вас и не видела в вас человека. Когда она трется о ваши ноги или вылизывает ваши руки, она использует те же самые социальные протоколы, которые использовала бы с другим представителем своего вида. В ее картине мира вы огромный сородич, который почему-то совершенно не умеет охотиться, но обладает невероятным талантом открывать громкие холодные коробки с едой. Это признание своим — величайший комплимент, который она может вам сделать. Факт 2. Хвост трубой приветствия из детства. Вы когда-нибудь замечали, как ваша кошка встречает вас у двери с поднятым высоко вверх хвостом, кончик которого слегка подрагивает? Исследование, опубликованное в журнале Animal Cognition, подтвердило, что это поведение развивается исключительно между котенком и его матерью. Это сигнал абсолютной эмоциональной безопасности и признания вас доверенным опекуном. Непроизвольное дрожание кончика хвоста — это ответ на выброс окситоцина. Она просто физически не может скрыть, как сильно она рада вашему возвращению. Факт 3. Ваше лицо для нее размытое пятно. Это может прозвучать обидно, но ваша кошка не знает вашего лица так, как его знают люди. Кошачье зрение идеально настроено на обнаружение движения и охоту в сумерках, но оно не приспособлено для распознавания мелких деталей на близком расстоянии. Все, что находится ближе 25 сантиметров от ее носа, для нее лишь размытый силуэт. Она узнает вас не по чертам лица, а по вашему уникальному химическому паспорту, запаху вашей кожи, ритму ваших шагов и чистоте вашего голоса. Факт 4. Утренние бадания, проверка связи. Первое, что делает ваша полосатая кошка утром, это трется мордочкой о ваше лицо. Для вас это может быть раздражающим будильником, но биологически это критически важный ритуал, подтверждение связи после ночной разлуки. Исследования Джона Брэдшоу показали, что такое поведение зарезервировано только для членов самого внутреннего круга привязанности. Она говорит вам: «Ты все еще мой, а я все еще твоя», восстанавливая общую химическую подпись семьи. Факт 5. Мяу было изобретено специально для вас. Знали ли вы, что взрослые кошки в дикой природе почти никогда не мяукают друг с другом? Этот звук — результат эволюционной адаптации. Кошки поняли, что люди глухи к их языку тела и запахов, поэтому они вернули звук,
который использовали в младенчестве для привлечения внимания матери. Ваша кошка создала персональный словарь мяуканий, который работает только между вами двумя. Один звук для еды, другой для требования открыть дверь, третий просто, чтобы вы проснулись. Факт 6. Щеки – это портал к окситоцину. Знаете ли вы, почему полосатые кошки так подставляют свои щеки и подбородок для почесывания? Именно в этих зонах сосредоточены пахучие железы, выделяющие лицевые феромоны. Когда вы мягко гладите ее в этих местах, ее мозг получает сигнал: «Этот человек мой дом». Это вызывает мощный выброс гормонов счастья у обоих, однако будьте осторожны. Поглаживание живота или основания хвоста часто вызывает обратную реакцию стресс и внезапные укусы, так как эти зоны слишком чувствительны. Факт 7. Ночной дозор в 3 часа ночи. Многие владельцы жалуются на ночные тыгодыки или странное поведение кошки в 3 часа. Утро. На самом деле ваша полосатая кошка проводит протокол безопасности. Кошки — сумеречные охотники, их предки были наиболее активны на рассвете и на закате. Ночью их чувства обостряются. Они видят в 6 раз лучше нас и слышат ультразвуки, которые мы не воспринимаем. Когда она бегает по коридору, она не сходит с ума, она совершает обход территории, проверяя входы и выходы, чтобы ее большая неуклюжая кошка, то есть вы, могла спать спокойно. Факт 8. Секрет жидкого золота. Биологическая защита. Ваша кошка — выходец из пустыни, и ее почки — самый хрупкий механизм в организме. Кошки почти не чувствуют жажды и привыкли получать всю влагу из пищи. На диете из сухого корма они живут в состоянии хронического обезвоживания, которое годами незаметно разрушает органы. Ветеринары умоляют владельцев использовать рецепт жидкого золота. Рецепт долголетия. 1. Возьмите 1 пауч, пакетик качественного влажного корма. 2. Добавьте 150 мл чистой теплой воды. 3. Взбейте все блендером до состояния жидкого шелка. Этот ароматный напиток кошка выпьет до дна, потому что он пахнет мясом, а не водой. Это мощно промывает почки и может добавить вашему другу до 5 лет здоровой жизни. Факт 9. Одежда как якорь спокойствия. Вы когда-нибудь замечали, что ваша кошка спит на вашей нестиранной футболке или забытой на кровати куртке? Для кошки ваш запах — это не просто фон, это биологический сигнал безопасности. Исследования показали, что вещи с запахом владельца снижают уровень кортизола, гормона стресса у кошек время вашего отсутствия. Она не просто спит на мягком, она обнимает ваше присутствие, чтобы справиться с тревогой разлуки. Факт 10. Медленное моргание — это кошачий поцелуй. Если ваша кошка смотрит на вас и медленно закрывает глаза, вы только что получили высшее признание в любви. В мире хищников прямой взгляд — это вызов на бой или признак того, что на вас смотрят как на добычу. Медленно моргая, кошка делает осознанный выбор на мгновение ослепнуть перед вами, сообщая: «Я доверяю тебе свою жизнь». Исследования университетов Сассекса и Портсмута доказали, если вы моргнете ей в ответ в том же ритме, кошка с гораздо большей вероятностью подойдет к вам для контакта. Факт 11. Окно социализации — 6 минут, которые решают все. Существует магическое окно в жизни котенка от 2 до 7 недель после рождения. Исследования показали, что всего 6 минут нежного общения с человеком в день в этот период создают во взрослом возрасте максимально ласковую и доверчивую кошку. Если ваша полосатая кошка не любит объятий, скорее всего, она просто пропустила этот критический период программирования нервной системы. Она неплохая, ее карта мира просто была нарисована по-другому, и ей требуется гораздо больше времени и предсказуемости, чтобы почувствовать себя в безопасности. Факт 12. Ваша кошка охотится на вашу еду. Вы когда-нибудь задумывались, почему кошка ворует еду со стола или требует ее, даже если она только что поела? Причина не только в голоде, а в инстинкте выживания. В дикой природе еда — это результат решения сложной задачи охоты. Когда вы просто насыпаете корм в миску,
Вы даете ответ на задачу, которую мозг кошки еще не решил. Это вызывает предаторную фрустрацию. Чтобы кошка была счастлива, прячьте часть ее корма по дому или используйте пищевые головоломки. Дайте ее мозгу возможность заработать свою добычу. Факт 13. Живот – это признание, а не приглашение. Самая большая ошибка, которую совершают 99% владельцев – попытка погладить кошку за живот, когда она перекатывается перед ними на спине. Живот – это самая уязвимая зона тела кошки, где нет костей, защищающих органы. Когда кошка показывает вам живот, она совершает акт декларации доверия, а не просит ласки. Ваша попытка коснуться этого места часто воспринимается как предательство этого доверия, что и ведет к мгновенному захвату лапами и укусу. Факт 14. Она чувствует ваш стресс раньше вас. Ваша кошка – это живой детектор ваших эмоций. Благодаря органу Якобсона на небе она буквально пробует на вкус химию вашего пота и дыхания. Когда вы испытываете стресс, уровень кортизола в вашем теле меняет ваш запах. Ваша кошка чувствует этот химический шторм и часто приходит к вам не потому, что хочет есть, а чтобы помочь вам стабилизироваться своим мурчанием и присутствием. Факт 15. Кошка может предсказывать беды. Это не мистика, а биология. Кошки обладают феноменальной чувствительностью к изменениям атмосферного давления, электромагнитным полям и инфразвуку. Они могут чувствовать приближение шторма или землетрясения за несколько часов до того, как его заметят люди. Если ваша кошка внезапно начинает вести себя странно, прятаться или громко кричать без видимой причины, загляните в прогноз погоды или новости. Она может быть самым точным датчиком безопасности в вашем доме. Факт 16. Социальное моделирование она учится у вас. Многие владельцы думают, что кошки живут сами по себе, но исследование Университета Вены доказало. Кошки мастера социального обучения. Они внимательно следят за тем, что вы делаете. Если вы спокойны, ваша кошка, скорее всего, тоже будет спокойной. Если вы всегда сидите в одном и том же кресле, она выберет именно его, когда вас не будет, чтобы скопировать ваше поведение и почувствовать себя частью вашей группы. Факт 17. Эмоциональный отпечаток вашего голоса. Ваша кошка идеально отличает ваш голос от тысяч других звуков. Исследования подтвердили, что когда хозяин говорит мягким, слегка повышенным тоном, похожим на разговор с ребенком, у кошки активируются зоны мозга, отвечающие за вознаграждение. Ваш спокойный голос для нее – это дистанционное поглаживание, которое сообщает ее нервной системе. «Мой человек здесь, мир в порядке». Факт 18. Усталость усов – скрытая боль. Многие полосатые кошки начинают капризничать у миски, выгребают еду на пол или едят только из центра. Мы думаем, что они вредничают, но на самом деле они могут страдать от сенсорного перегруза. Усы кошки, вибриссы – это сверхчувствительные датчики. Когда они постоянно касаются бортов глубокой или узкой миски, это вызывает дискомфорт, похожий на статическое электричество. Решение простое. Смените миску на широкую и плоскую тарелку. Факт 19. Клавиатура – это битва за ваш взгляд. Почему кошка ложится на клавиатуру именно тогда, когда вы заняты работой? Для нее ваш компьютер – это соперник. Она видит, как вы часами сосредоточенно смотрите на эту светящуюся коробку, игнорируя все вокруг. Кошачья логика проста. Если я устроюсь прямо на этом предмете, ваш взгляд неизбежно упадет на меня. Это не вредность, а крик о признании ее частью вашего рабочего ритуала. Факт 20. Вечный охранник вашего сна. Когда ваша кошка спит у вас в ногах или на груди, она не просто ищет тепло. Она выполняет роль телохранителя. В дикой природе кошки спят вместе, чтобы по очереди охранять группу от хищников. Выбирая ваше тело как место для сна, кошка сообщает: «Ты тот, кому я доверяю свою жизнь, и я буду следить за дверью, пока ты беззащитен».
Она берет на себя ночную смену, чтобы вы могли отдохнуть. Вы — это ее дом. Ваша полосатая кошка не может зайти в интернет и прочитать о том, как вы ее любите. Она не понимает ваших слов, когда вы рассказываете ей о своем дне, но она чувствует музыку вашего спокойного голоса. Для нее вы не просто владелец. Вы ее покой, ее безопасность, ее мир. Когда вы сегодня увидите свою кошку, не спешите сразу ее хватать. Остановитесь. Сядьте на пол на ее уровень. Протяните один палец для кошачьего рукопожатия и медленно моргните ей. Дайте ей понять, что вы, наконец, услышали то, что она пытается сказать вам уже много лет. Берегите своего маленького сородича. Помните, что для вас кошка — это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся жизнь. Начните менять ее мир прямо сегодня. С одной плоской миски, одной порции правильно приготовленного жидкого золота и вашего уважения к тем деталям, которые она так старательно скрывает. Потому что в конечном итоге вы для своей кошки не просто человек. Вы ее безопасность. Вы ее надежда. Вы ее дом.